Идея была такая, что пригласить наиболее, скажем, таких известных ученых, активно работающих, которые, скажем, могли бы, скажем так, немножко в более такой упрощенной форме, но с использованием красивых иллюстраций, довести до, скажем, неподготовленного читателя, не ученого, а простого человека, сказать, ту информацию, которая касается лосося. На мой взгляд, главное то, что просто удалось заинтересовать. Сейчас, что греха таить, особенно молодая часть, наверное, населения, все-таки значительно меньше любит читать книги, которые, скажем, просто одним текстом насыщены. Сейчас есть такой прекрасный источник информации, как интернет, где, во-первых, интересно, ярко, красочно, быстро, залез и все узнал. Может быть, не всегда верно, но тем не менее. И поэтому, конечно, издание, с одной стороны, книг, подготовленных специалистами, которые в течение многих лет занимались этой проблемой, с другой стороны, хорошо иллюстрированных, причем иллюстрированных, как правило, фотографиями авторскими. Но это не значит, что сами там авторы снимали, там коллеги предложили, еще что-то. Но это большая работа была проделана для того, чтобы собрать воедино все эти фотографии. И поэтому книги эти смотрятся привлекательно, по крайней мере, по отзывам, тех людей, кто с ними, знакомился, работает, все, они востребованы. На сегодняшний день, они здесь все приведены, опубликованы 12 книг, плюс одна сейчас, как говорится, подготовлена, находится в печати, можно сказать, рассчитываем в начале марта, что она выйдет. И еще одна книга, в конце февраля, в рамках этого должна быть завершена. Все, то есть получается, это действительно, я считаю, целый такой пласт большой, потому что людям многим удалось, издать то, что они хотели издать раньше, как-то, может быть, думали, но потому что все-таки, что греха таить, действительно, написать это одно, многие не хотят писать в стол, чтобы она там лежала годами, и когда появляется возможность напечатать, это все, конечно, быстрее ускоривается. Потом многие книги, конечно, они, наверное, все-таки имеют какую-то актуальность. Потом, скажем, проходит эта актуальность. Я думаю, что написание этой книги 20 лет назад просто физически было невозможно. Тогда дрифтерный промысел не существовал. Может, через 20 лет его не будет. Тоже она, скажут, а что ее писать, если смысла нет. А сейчас она как раз очень актуальна, потому что сейчас идет как раз такое обсуждение, скажем, даже некоторые, как рецензенты нам написали, что книга имеет не просто прикладной, а общественно-политическую направленность. Хотя в чем там она заключается, я, честно говоря, не представляю себе. Это. Еще я хочу сказать, что некоторые книги нам помогала издавать рыбная промышленность Камчатки. В частности, и рыбаки Озерновской ассоциации помогали, давали деньги. Дальше рыбаки Усть-Камчатской ассоциации выдавали деньги. Давал известный политик на Камчатке Борис Александрович Невзоров деньги на издание этих книг. Давала фирма Royal State Усть-Камчатская на издание этих книг. И, в общем-то, благодаря рыбакам мы в некоторых случаях существенно повышали тиражи. То есть, в целом, это очень отрадно, что сейчас многие бизнесмены такие, коммерсанты, которые занимаются промыслом рыбы, прекрасно понимают, что деньги надо вкладывать не только в развитие перерабатывающей или добывающей базы, но и в, скажем так, в какие-то, другие направления, то есть, которые бы немножко давали информацию не только о самой рыбе, как, допустим, в этой, в той книге, но и о том, как, собственно, происходит ее обработка, потому что здесь достаточно много показано, как ловится рыба, как она заготавливается. Даже для рыбаков, когда эту книгу, это Озерновская нерка, показали в Усть-Камчатске, для них было удивительно. Они никогда в жизни не видели, что так можно рыбу ловить, потому что на другой реке совершенно иной. Здесь ловят закидным неводом, а там сплавными сетями. То есть для них это было удивительно. Человек, который никогда в жизни не видел ставного невода,
как ему не рассказывай, посмотреть один раз на фотографию, сразу прекрасно понимает, насколько это колоссальное сооружение, сказать, чтобы его только сделать, сколько сил надо потратить. Вот. Ну а уж обслуживать тоже. Вот. Поэтому я считаю, что это очень так зрелищно, хорошо. В целом, сказать, ну как, мы стараемся максимально распространять ее не только среди вот населения интересующегося, но, конечно, и среди библиотек, причем не только камчатских, а максимально, допустим, там, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, то есть по таким центрам. Ну, по крайней мере, вот наш один из центральных институтов, зоологический институт в Санкт-Петербурге, всегда с огромной благодарностью принимает, всегда присылает периодически письма, потому что уже, как говорится, раз узнав, они просматривают там какие-то сайты, анонсы выпусков. Вот у вас вышла еще одна книга, там не могли бы... Большая часть тиража уходит, естественно, по библиотекам, по университетам, по научно-исследовательским институтам, дальше по ученым, по студентам и еще общественности, которая интересуется биологией, экологией, природой. То есть принцип распределения какой, сказать? В основном, конечно, сразу, когда она издается, мы стараемся максимально, ну, по мере возможности, либо передать, либо переслать в какие-то библиотеки, с которыми уже установлен контакт, и реализуем, сказать, ну, распространяем бесплатно на всех крупных мероприятиях. Периодически к нам обращаются из провинциальных, ну, вроде Петропавловской сам, сказать, нельзя назвать большой столицей, но есть у нас совсем провинциальные библиотеки, там какие-нибудь Милькова, там, Скотеса, еще таких. Козырев, вот, Камчатский, мы вот стараемся везде они дать. обращаются, сказать, просто через людей или сами, сказать, что периодически собираются какие-то вот такие наборы, мы всегда с удовольствием передаем, потому что, ну, это интересно. Ну и кроме того, еще не следует забывать такой ресурс, как интернет, который сейчас мы. То есть стараемся, сказать, стараемся. Не всегда это получается, потому что, к сожалению, ну вот чисто технически обслуживать интернет, все-таки надо иметь какие-то навыки. Это сейчас, ну, тоже не всегда однозначно получается. Но все-таки большинство этих книг, оно выставлено в виде PDF-файлов в интернете, и каждый человек, ну, совершенно бесплатно может, то есть, взять это, так сказать, скачать, прочитать оперативно. И даже в связи с этим, вот, когда люди увидели, они присылают запрос, там, что вот хотели бы иметь, так сказать, еще и бумажный вариант книги. Ну, всегда все это Ну и делаем. кроме того, если есть возможность передать наши издания в университеты США, Канады, Америки и Японии, мы всегда передаем эти книги. Всегда передаем. Стараемся даже передать. Вот эта книга и вот эта книга, они сделаны все с привлечением большого количества великолепнейших фотографий. И вот какую-то из этих бы 3 книг я рекомендовал бы англоязычным читателям. Но, учитывая, что вот есть 2 крупных стада нерки, река Озерная и река Камчатка, и сделаны в одном ключе, я бы рекомендовал вот эти 2 книги. Потому что это самые крупные стада нерки в Азии, где воспроизводится более 90% всей нерки. А нерку в Америке и в Канаде очень уважают. Поэтому я бы рекомендовал им вот познакомиться с этими книгами. Вот мысли о книгах вот такого типа у меня появились с самого начала моей работы в Камчат-Неру. Это значит в середине 1970-х годов. Мне всегда хотелось делать книги, чтобы они были научные и хорошо иллюстрированные, прекрасными фотографиями. Но более 30 лет эта мысль была мертворожденная, она никак не развивалась. А вот благодаря Перку эта мысль обрела материальное воплощение. У меня все. Я очень счастлив, что участвую в этой программе и в дальнейшем тоже надеюсь участвовать в ней.